Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад на неделю с 29 июля по 4 августа. Давайте узнаем, каковы события ближайшего будущего. И у нас сегодня колода добра. Образы карт подаются с позиции позитивной психологии. Мои дорогие тельцы, давайте будем добрее к собственной душе, к самим себе, где-то себя не пришпоривайте. У вас достаточно такой сложный период жизни вы проходите, и я не имею в виду именно эту неделю, я имею в виду больший диапазон по времени, предыдущие месяцы, очень много стелиумов, очень много конфигураций транзитов астрологических в вашем знаке, и это будет еще и продолжаться. Кому интересно, я приглашаю на свой сайт посмотреть, прочитать события до конца 2024 года, а также там есть и гороскопы помесячные. Я оставлю ссылку в описании под видео для перехода на мой сайт. И я так надеюсь, вот именно планетарные гороскопы вам тоже дадут какие-то подсказки. Мы же с вами идем вперед. Что для вас будет эта неделя? Как ее видят карты? И первую карту мы достанем традиционно. Что важно знать? Какие энергии, мои дорогие тельцы, будут преобладать для вашего знака зодиака с 29 июля по 4 августа? Каковы события ближайшего будущего? Что важно знать? Что учитывать? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Какие энергии? Что же вам будет помогать, мои дорогие тельцы? Давайте узнаем. Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, любые дела. У кого-то документы, даже если вы не работаете, все равно чем-то вы занимаетесь. Финансы, энергия денег на неделю. Личная жизнь. Что для тельцов? Что же будет важно? Король огня. Карта харизматичного лидера. Вообще это ваше какое-то решение. Вы с чем-то определяетесь на этой неделе. Может быть, это вы уже вступаете в эту неделю с каким-то для себя важным решением. Может это быть и еще и как ваша позиция. Именно в этой колоде карт это как духовный лидер. Это вы можете быть тем человеком, на которого равняются, с которого берут пример. По этой карте проходит в этой колоде именно наставник. Или это какая-то, как я сказала, новая идея, может быть, творческая идея. И также, я должна сказать, могут быть, ну, где-то, предположим, ваши близкие, которые за вами, ну, наблюдают и ждут от вас каких-то достижений. Или какой-то вопрос, который можете решить только вы, мои дорогие тельцы. И тогда действительно вам придется вот чем-то одним, может быть, заниматься. Но есть еще и такой посыл, когда вы хотите улучшить свою собственную жизнь. Или вы хотите не просто так, мы все, наверное, хотим улучшить, а тут вот есть какая-то конкретная тема. И она для вас имеет большое значение, чтобы ее реализовать. Неожиданности. Семерка воды. Много эмоций. Может быть, много возможностей. Есть еще эти темы, которые для вас нечетко определены. Может быть, какая-то информация на этой неделе. Мы ведь рассматриваем все же с позиции неожиданности. Семерка воды – это всегда своеобразный выбор, который нам придется сделать. А еще в этой колоде это где-то эмпатия, воображение, фантазия, какие-то начинания. И правда, вот есть тема, которую хочется осуществить. И значит, вы будете продумывать и искать какие-то возможности, чтобы как к этому либо подступиться, либо по этой карте есть еще такое значение, как гибкость. Может быть, вам для какого-то проекта нужно обойти какие-то препоны, мои дорогие тельцы. Или вопрос у каждого ведь свой. Может быть, ваш вопрос достаточно непростой. И тогда по семерке воды в этой карте, колоде карт, мы ищем
знаете, как возможности где-то научиться быть более гибче для того, чтобы как и себе не навредить, так и как-то совместить, может быть, то, что в принципе несовместимо. По этой карте мы будем больше адаптированы к той ситуации, в которой мы находимся. Карта где-то нам говорит, может быть, и придется где-то изворачиваться и хитрить. И ситуации не говорят нам, что это будет какой-то опасностью. Тут все наоборот. Я сказала про эмпатию. Но немного быть на своей волне с учетом короля огня для вас будет важно, мои дорогие тельцы. Чему сейчас не время? Вот правда. Тут не будет времени для конфронтации. Еще одна семерка. Семерка – это всегда своего рода какая-то неспешность. Может быть, это и какая-то пауза. Вам, возможно, придется договариваться с разными людьми. Или вы имеете вот свою какую-то задачу. Вы хотите осуществить именно что-то свое дело. И неважно, что это. У кого-то это будет касаться в личной жизни дела. Или какая-то ваша, пусть будет даже стратегия, тактика. У кого-то это стратегия, тактика по оформлению документов. Или, может быть, по работе. Но обстановка, она какая-то пока непонятная. И конкретные действия, ну, вы не можете сейчас по какой-то причине в эту, по крайней мере, неделю осуществить. Есть идея, но способов реализации как будто нужно продумать или что-то подождать. Может быть, и придется, вот как по семерке, проявить терпение и что-то как ожидать. У нас выпадает эта карта в позиции «чему сейчас не время». И есть еще такое значение, как независимость и желание жить по своим правилам. И вот в позиции, что этому сейчас не время. Значит, не время настаивать именно на своих правилах или на каком-то своем подходе к решению какой-то задачи, неважно, чего она касается. И мы только с вами говорили, что в неожиданностях придется быть гибче, обходить какие-то острые углы или каким-то образом реализовывать свой план, ну, где-то с хитрецой, вот по-другому лучше и не скажешь. Поэтому придется быть дипломатами, чтобы не удовлетворять какие-то чужие желания, а сохранять себя самих, свои намерения, свои цели. Для кого-то может быть и деньги, чтобы осуществить какой-то проект. Не торопитесь, и тогда вы найдете 1001 способ, мои дорогие тельцы. Что же вам будет помогать? Четверка огня. Эта карта как якоря. Это карта вашей сильной позиции. По этой карте как 4 столпа. Уверенность. Уверенность в сегодняшнем дне, уверенность в завтрашнем дне. И нам говорят о том, что деньги у вас, к примеру, будут на этой неделе. И ваша ресурсность, если мы говорим ваши возможности, здесь тоже все на высоте. В других колодах я называю эту карту «праздник после победы». Поэтому действительно, какие-то победы у вас есть. И какой-то праздник даже может быть, но нам говорят, что мы спросили, что вам помогает. Так вот, ваша задача удерживать это все. Уделить внимание, ну, где-то удержанию собственности и надежных позиций. Почему? Потому что какая-то радость приходит на этой неделе на ваш порог. И еще эту карту именно в этой колоде можно трактовать. Прописано такое значение, как исцеление. И у кого вопросы, может быть, связанные со здоровьем, вы проходите либо обследование, либо лечение. Вот здесь вы прочувствуете себя значительно лучше. Приток жизненных сил сам по себе идет в этой карте, и это тоже вам помогает. Хорошее настроение, уверенность в самом себе, в сегодняшнем дне и в завтрашнем. Повторяюсь, для того, чтобы вы прочувствовали энергетику этой недели. И поэтому, может быть, нам говорит король огня, у тебя есть какие-то свои планы, и ты не можешь их оставлять бесконечно на потом. Поэтому продумывайте, не отказывайтесь от чего-то вот на этой неделе. Только лишь потому, что, может быть, вы кому-то что-то пообещали, мои дорогие. А в эту неделю вы поймете, нет, мне нужно как-то изменить с учетом семерки воды. Вы как раз и можете понять, что если я
буду поступать каким-то определенным образом, как прежде, я могу себя обесточить или я могу себе навредить. Поэтому гибкость приветствуется в любых вариантах. Что скрыто? Ну, вот как раз гибкость. И по пятерке воды в этой карте нам предлагают выплакать горе. Это в позиции скрыто. Горя нет, у вас сейчас праздник. И в контексте, чтобы себе не навредить или себя, как я уже сказала, не обесточить. Это будет очень актуально на этой неделе. Видимо, есть риск для вас на что-то согласиться и своей позиции существенно ослабить. Это скрыто, потому что этого как бы нет. Но иногда, когда мы чувствуем в себе силы, а нам как раз об этом только что сказали, мы, особенно вы, мои дорогие тельцы, вы подумаете, что «ой, да я совсем справлюсь». Может быть желание как кого-то поддержать или сделать что-то больше, чем того следует. Может быть куда-то потратить деньги, даже в каких-то лучших целях, побуждениях. И мы говорим о Хероне, Вовне, который еще будет очень длительное время. И это символ израненного целителя. О чем это говорит? Кстати, у меня на сайте есть статья, и видео у меня даже есть. Так вот, статью прочитайте, там подробно очень я описываю, каковы эти энергии. Это нам говорят о том, что мы можем иметь какие-то лучшие побуждения, но не обязательно, что это завершится именно так, как мы думаем. Мы можем рассчитывать на то, что наш какой-то восхитительный план или наша помощь кому-то выльется во что-то прекрасное, а по факту будет как-то по-другому. Поэтому не старайтесь кому-то очень сильно помогать, вот я бы сказала. Все же эта карта где-то разочарований. Да, это скрыто. Вот чтобы не повторить какую-то ошибку, чтобы не, знаете как, не печалиться, потому что вы куда-то поторопились. И если мы говорим выплакать горе или выплакать какие-то страдания в позиции скрыто, может быть, это какое-то ваше настроение, как минута слабости на этой неделе, когда вы вспомните о чем-то, что у вас не получилось осуществить. И я могу предположить, что вас это, кстати, кого-то может остановить от поспешных действий, чтобы как раз ошибку эту не повторить. Вот здесь есть этот риск, это точно. Поэтому карта нам говорит: телец, прими какую-то реальность. С другой стороны, кубки, личная жизнь. Если для тебя была прежде именно по личной жизни какая-то разочаровывающая ситуация, тогда эта карта нам говорит именно выпусти эти эмоции. Почему выплакать горе? Потому что это как нахлынет на тебя, а потом оно также и отпустит. Конкретно всплакнуть. Тогда карта нам говорит: позволь этой печали нахлынуть, потому что она точно так же и уйдет от тебя навсегда. Дела, работа, бизнес. Идем дальше. Что для вас эта неделя? Ух ты! Очень хорошая неделя, как, знаете, для нового проекта, для получения денег, для каких-то важных решений, для важных согласований. По тузу Земли идет в целом благополучие, и поэтому у вас сильная позиция. Все, что вы наметили, вы как раз и можете осуществить. Основная задача этой недели для вас, мои дорогие тельцы, именно и состоит в том, чтобы куда-то не поторопиться, чтобы не дать каких-то обещаний, чтобы где-то самому не начать участвовать, может быть, в том проекте, когда вы себя опять поставите на второе место, а не на первое. Ваша задача самому быть на этом пьедестале. У вас, как знаете, энергии Вселенной вам помогают осуществить для вас что-то очень хорошее. Но как будто есть помехи со стороны, по крайней мере, на эту неделю. Что же по финансам? И снова нам говорят про
Пентакли или это карты Земли. Умелое взаимодействие. Поэтому где-то вам придется конкретно, деньги есть, деньги будут. Об этом говорят, но вам придется их рассчитывать. Это карта дуальности, когда вам придется, может быть, по финансам с кем-то договариваться. Или уходить от каких-то ненужных трат, несмотря на то, что деньги у вас есть и деньги будут. Карта нам еще говорит о том, что держи баланс между работой и отдыхом. Опять же, дополняет все то, что я уже сказала, и сохраняй собственное благополучие. Сохраняй собственные финансы. Не будь где-то открытой книгой для других по части денег. Сам руководитель своей жизнью. Ну вот почему-то говорят, видимо, вот эти разочарования, о которых мы говорили по 5 кубков, есть у вас в той или иной мере. Я понимаю, тельцы все разные, но, видимо, у каждого из вас есть какой-то пункт в вашей жизни, как болевая точка, и на этой неделе есть риск, как обновить какую-то ошибку. И я могу предположить, это может быть как раз связано где-то с финансами. Или у кого-то с недвижимостью, или каким-то имуществом, или важными согласованиями, может быть и документами, которые в конечном итоге все равно сводятся к деньгам. Личная жизнь. 3 воды. У вас праздник какой-то намечается, мои дорогие тельцы, причем приятные эмоции, любовь, эмпатия. Конкретно тоже праздника эта карта, и поэтому, ну, по личной жизни как раз очень благополучное время, что бы вы тут ни задумали. Будь то вы в семье, если вы один или одна, здесь могут быть какие-то встречи даже, кстати, отправляясь на праздник, или, может быть, вас кто-то приглашает, или карта вас приглашает не сидеть в одиночестве, или пусть вначале это будет как какая-то общая цель, может быть, через работу какие-то отношения. У кого-то в личной жизни, значит, может быть, в вашей семье что-то с вашим любимым человеком, что-то у вас доброе, хорошее на этой неделе происходит, или какие-то хорошие новости к вам приходят, и действительно 2 карты праздника вас приглашают, как и подумать о самом себе, думать о своем собственном благополучии, может быть, немного побыть эгоистом, мои дорогие тельцы, чтобы вот этот праздник, он был более ощутим, чем какие-то прежние разочарования, которые на этой неделе могут о себе напомнить. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.